Всем привет! Это видео не совсем урок, а скорее разбор того, как я совместил 2D персонажей и 3D окружение в Moho на примере сцены из недавнего видео. Я поделюсь советами и прокомментирую то, что сделал, но не буду показывать весь процесс создания сцены. Зато вы сможете скачать исходник и изучить его. Сразу предупреждаю, мы не будем затрагивать процесс 3D моделирования, так как это огромная тема и относится к другим программам. Начнем с того, что окружение следует разделять на части. Если вы делаете помещение, не делайте все одной моделью. Я советую отделять задний план от переднего. В нашем случае стены отделить от парт, а парты от стульев. Это позволит прятать ненужные объекты во время анимации и рендерить 3D-объекты на разных слоях. Теперь рассмотрим трудности, которые могут появиться при совмещении 2D и 3D. Если персонажи не контактируют с окружением, никаких проблем не будет. Просто какой-то объект ближе к камере, а какой-то дальше. Но в нашем случае персонажи сидят на 3D-стульях, и одна часть персонажа должна быть ближе к камере, чем стул, а другая дальше. Так как ноги персонажей должны быть за сидушкой, а все, что выше таза перед, мне нужно было отделить ноги от тела. Это можно сделать с помощью референсных слоев. В оригинальных слоях отключить ноги, а в референсных – тело. Но тут возникает следующая проблема. Спинка стула должна быть перед телом, а тут уже нужна маска. Но рисовать ее вручную не выход. Потому я взял модель стульев, сохранил в отдельный файл и покрасил текстуру так, чтобы получилась нужная мне маска. А точнее, спинку покрасил белым, а сидушку черным. Далее модель-маску расположил так же, как и модель с оригинальными стульями, просто скопировав параметры трансформации. Таким образом, маска будет повторять все движения камеры. Кстати, в Moho 13 с 3D все намного проще. Можно сделать дубликат модели и поменять ее текстуру на маску. Есть еще один способ разделить персонажей на части, а заодно организовать экспорт слоев в индивидуальные секвенции. Это компоновки слоев. Их удобно рендерить, и они дают возможность обойтись без использования дубликатов. Теперь мы можем срезать маску в любом видеоредакторе. Я покажу, как это сделать в Adobe After Effects и Premiere. Кроме того, так как у нас все разбито по слоям, у нас есть возможность сделать дополнительный постпродакшн. Давайте подведем итоги. Если вы хотите использовать 3D-окружение в Moho, первое – разбейте его на отдельные модели. Второе – продумайте наперед, с какими объектами могут пересекаться персонажи, и заготовьте к ним дополнительные объекты в качестве масок. Третье. При необходимости разделяйте персонажей на части с помощью референсных слоев или компоновок слоев. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.